Приветствую всех на канале Реальный Харьков. В этом выпуске немного подведем итоги прошедшей недели и последних дней апреля. Посмотрим, как живет Харьков эти дни и просто поговорим о разном. А прошедшая неделя была чрезвычайно трудной для Харькова. За 7 дней город пережил 54 обстрела. Только крайние несколько дней были относительно спокойные. В целом же интенсивность атак возросла в разы. Например, 24 апреля российская армия выпустила по городу одновременно 10 ракет и 14 дронов. Это была самая массированная комбинированная атака с начала полномасштабного вторжения. Погиб мужчина, чья машина оказалась в эпицентре взрыва. Кроме того, ранения получили 18 человек, среди них ребенок. Снова страдают жилые дома, школы, детские садики, больницы, производственные предприятия. Особенно остро стоит проблема выбитых окон. Около 1500. Это огромное количество. Коммунальные службы работают без остановки на каждой поврежденной локации. Вечером 29 апреля Российская Федерация дронами снова атаковала Харьков. Пострадали 45 человек. В результате массированных ударов беспилотников были разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. По меньшей мере 77 жилых домов за ночь в Харькове повредили российские беспилотники. Разрушения и повреждения жилья есть в Киевском, Слободском и Салтовском районах города Харькова. Це Мирослава. Двое детей нет. И еще семья там настроена. За последнюю неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 32 часа. Это на 34% меньше, чем средняя продолжительность тревог в области. И в целом за 2 месяца воздушные тревоги в городе продолжались на 230 часов меньше. После этой информации мне снова хейтеры в комментариях будут писать: «Вы все врете, снова брешешь», как это обычно происходит после выхода новостного выпуска на канале. И каждый раз, когда я освещаю статистику ударов по городу, например, рассказываю про обстановку в Харькове и области, мне обязательно пишут, что это вранье. Хейтерам же лучше знать, живущим где-то там, чем мне, живущему в Харькове, о том, что происходит в городе. Вот сегодня, дорогие мои хейтеры, очередное вранье для вас. Ну а для адекватных зрителей канала продолжаю показывать город Харьков таким, какой он есть, и знакомить с новостями и событиями, происходящими в городе.
Разбитый дворец спорта будут восстанавливать. К реконструкции приступят после завершения боевых действий. Дворец снова станет местом для тренировок, концертов и масштабных мероприятий. Как он будет выглядеть, вы сейчас видите на фото. А вот на этих фото вы можете увидеть, как сегодня выглядит 8-й хлебзавод на Салтовке. А вот так в Харькове спасали собаку из реки. Как она в нее попала, непонятно, но выбраться самостоятельно не смогла. И тогда на помощь ей пришли спасатели. На озере Мжа под Валками в Харьковской области собрались сразу 74 лебедя. Невероятное зрелище, вода ожила белыми крыльями и легким плеском. Скорее всего, птицы прилетели сюда с прифронтовых территорий, спасаясь от шума и опасности. Пусть это озеро станет для них тихим и безопасным убежищем. На проспекте Независимости в Харькове появилась вот такая аллея тюльпанов. Красота, да и только. Кроме этого, клумбы с тюльпанами появились и возле Госпрома. В каждом нашем новостном выпуске на канале не обходится без информации о каком-нибудь переименовании улиц в Харькове. Вот и в этот раз в Харькове предлагают переименовать одну из крупнейших улиц Салтовки Гвардейцев-Широнинцев. Общественная организация «Деколонизация Украина» настаивает, большинство гвардейцев, в честь которых названа улица, были россиянами, а не украинцами. Поэтому считают, что топоним не соответствует современной реальности. Раньше Институт нацпамяти и часть общественных деятелей выступали против переименования, считая вклад украинцев в борьбу с нацизмом важным элементом истории. Как только закончится война, Харьков станет топ-городом. Об этом рассказал мэр Харкова Ігор Терехов. Багато хто сьогодні хоче вкладати кошти, і сьогодні в світі є переізбиток фінансів. Як тільки немає війни, як тільки є домовленості щодо миру, щодо гарантій безпекових, так, ми одночасно становимося топ-містом. Насправді, сьогодні нема, знаєте, жодних сумнівів щодо фінансування. І причому, повірте мені, що буде така конкуренція серед внутрішніх інвесторів, що ці наші західні партнери будуть ще і стурбовані. Всі чекають певних складових. І як тільки наступить мир, ви побачите зовсім іншу.
И знаете, мне часто пишут в комментариях после того, как я рассказываю про нашего мэра города, типа, что ты его хвалишь постоянно, лучше расскажи, какую зарплату он получает. Во-первых, я не хвалю, а рассказываю как есть. А во-вторых, нет проблем. Сейчас расскажу то, что вы хотели услышать. За год зарплаты руководителей громад Харьковской области существенно увеличились. Двое из них задекларировали более 2 миллионов гривен дохода за год. По информации интернет-издания Харьков Today, наибольшее состояние задекларировал не руководитель крупнейшего населенного пункта, а Игорь Терехов, мэр Харькова, оказался на втором месте. Городской голова Харькова в этом году задекларировал самую высокую заработную плату среди руководителей областных центров. Глава города заработал за 2024 год 2 миллиона 001 327 гривен. А вот в Харьковской области Терехов оказался не самым богатым. На первом месте по уровню доходов председатель Куриловской сельской военной администрации Александр Баулин, заработавший 2 миллиона 154 601 гривну. Стаж Баулина в этой должности один из самых маленьких среди других руководителей. Эту должность он возглавил только в конце 2023 года. Куриловская громада сейчас почти полностью находится в зоне боевых действий, на левом берегу реки Оскол. На третьем месте по уровню доходов председатель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин с зарплатой 1 миллион 719 228 гривен. В целом, топ-10 самых высоких зарплат руководителей громад в Харьковской области выглядит так. Кто получает самые маленькие зарплаты, вы видите сейчас вот на этом скриншоте. Стоит заметить, у всех председателей громад в 2024 году зарплаты выросли по сравнению с 2023 в среднем на 100 тысяч гривен за год. Зарплата городского головы может зависеть и от доходов громады, и от того, есть ли у мэра большинство в местном парламенте. Если нет, оппозиционные депутаты просто не проголосуют за увеличенную премию. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, и до новых встреч!